Всем привет, меня зовут Света, и я очень рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня мы будем читать «Атомные привычки». У меня книжка на английском, это немножко, наверное, замедляет процесс, если честно, проверить сложно. Сегодня я буду читать ее вместе с вами, параллельно давать какие-то свои комментарии, рассказывать вообще, насколько она полезна и какие полезные мысли я для себя взяла из этой книги. Что интересно, я начала ее читать, наверное, где-то неделю назад, и прочитала 60 страниц. Вот у меня уже здесь есть некоторые пометочки. И что я хочу сказать? Спустя неделю я не помню абсолютно ничего. Ну как, есть какие-то мысли, но они так, вот где-то в отголосках. И я вот сейчас прошлась как раз по этим стикерочкам посмотреть вообще, что за мысли, я не знаю, меня зацепили, или я хотела их вставить в видео. И да, они приходят в мою голову, но, как и с любой книгой по саморазвитию, это кажется немножко очевидным, к сожалению. Давайте я вам, например, расскажу вообще, что было в первые 60 страниц. Книга начинается с того, что автор рассказывает свою историю, которая с ним произошла в жизни. Соответственно, в детстве, я уже не помню, там не прямо в детстве, в подростковом возрасте, лет в 14, с ним приключилась история, он получил травму. Может, эта история как-то сильно повлияет именно на восприятие книги. Там очень долго везде все расписывается, и в том числе в книге довольно много воды. В общем, просто получил травму, кто-то ударил его, кажется, по голове, и в итоге он попал в больницу и очень долго восстанавливался. А он был спортсменом, не профессиональным, но он играл в бейсбол. К этому всему подключается то, что ему помогло с этим справиться — привычки, конечно же. И в целом он рассказывает, что его привычки в студенческие годы отличались от всех остальных, потому что он рано ложился, рано вставал, он убирался в своей комнате, и это очень сильно помогало ему с точки зрения здоровья и с точки зрения продуктивности. Он успевал больше, и всякие там тусовки ему были неинтересны. То есть что мы наблюдаем, что у него были хорошие привычки, а плохих привычек у него не было. И это, собственно, стало тем, что он стал таким успешным, и мы сейчас держим в руках эту книгу. Также он рассказывал про свой путь немножко, про то, как он эту книгу выпустил, и он рассказывает о том, что каждый понедельник и четверг он выкладывал на каком-то сайте свои статьи как раз касательно привычек, и в какой-то момент его заметили, точнее, это происходило достаточно регулярно. Сначала, там, не знаю, подписалось 1000 человек, и с каждым разом это количество увеличивалось просто в геометрической прогрессии, пока его не заметили различные журналы, и он не напечатал книгу. То интересно, что меня, наверное, в какой-то степени впечатлило, и, если честно, вот когда я ее читала, опять-таки, где-то неделю назад, я замотивировалась, потому что, звучит все очень приятно, разумно. Здесь был такой интересный график, я еще отдельно вставлю картинку, и здесь говорится о том, что если мы каждый день будем улучшать что-то на 1%, то через год в этой области мы станем в 37 раз лучше. И здесь как раз был пример с футболистами о том, что они действительно выиграли матч, несмотря на то, что они делали какие-то странные вещи. Например, новый тренер нанял массажиста, он купил им более удобный матрас, и, казалось бы, какое отношение это может иметь, но действительно спортсмены стали лучше восстанавливаться, и в какой-то момент они выиграли матч, хотя до этого не выигрывали ни разу вообще за всю историю. Но если мы будем делать хуже на 1% каждый день, то мы спустимся к нулю. То есть ничего хорошего нас не ждет. Соответственно, вот такое вот правило про 1% лучше каждый день. Оно действительно звучит вдохновляюще. Также есть табличка с привычками, которые играют против тебя, или наоборот, которые играют за тебя. Например, негативные мысли, на которые ты тратишь свою энергию, это негативная привычка. Соответственно, позитивная привычка, опять-таки, это делать какое-то полезное дело каждый день, постепенно наращивая сложность, становляясь в этом more professional. Есть еще позитивная привычка Пример позитивной привычки с знаниями, что мы поглощаем больше идей, больше всего изучаем. И также построение отношений с другими, тоже полезная позитивная привычка, в том плане, что мы строим новые социальные связи. Социальные связи — это всегда большой буст, и здесь прям написано, что если мы кому-то помогаем, то в ответ эти люди, скорее всего, нам тоже помогут. Это в целом правда. Пользуйтесь. Насчет того, что привычки не всегда дают нам быстрый результат, а мы к нему привыкли, это тоже в целом важная мысль, это приятно. И он здесь описывает, что есть плато потенциала, это когда мы какое-то время находимся на одном и том же уровне, несмотря на то, что мы уже начали делать какие-то активные действия. Например, если вы 3 раза сходили в спортзал и не увидели, что ваше тело невероятно поменялось, это и есть
плато потенциала. Но в какой-то момент, здесь ко всему очень есть прикольная визуализация, вот так вот это выглядит, что в какой-то момент времени этот результат резко выстрелит, да, и тут тоже там пример, я не знаю, со стаканом с водой, например, можно привести. Мне кажется, в книжке был другой, но то, что когда мы льем воду, стакан все еще наполняется, и в какой-то момент вода перельется, она не перельется сразу, но это будет всего лишь одна капля. Хотя до этого мы налили таких капель, ну просто 1000. И точно так же с привычками. Результат будет в какой-то момент, и это может быть очень резко. Будет казаться, что до этого ничего не происходит, хотя вот эти маленькие действия, которые мы делаем каждый день, они играют роль в долгосрочной перспективе. Кстати, вот что я вспомнила, что в книге действительно было очень много про долгосрочную перспективу, и как раз привычки мы строим для этого, не для того, чтобы увидеть мгновенный результат, а здесь важно думать наперед. Также была целая глава о том, что нужно начинать с изменения собственного «я», со своей личности, потому что иначе привычки очень сложно строить. И также собственное «я» может строиться из твоих привычек. Много написано про то, что, например, я чистоплотный человек. Почему? Потому что я убираюсь каждый день. Или я, не знаю, веселая. Почему? Я шучу там постоянно в компаниях своих друзей. И это строит нашу личность, и, соответственно, наши привычки строят нас, и это очень важно начинать с себя, а не внешне как-то проявляться. В общем, нужно пытаться становиться тем, кем ты хочешь быть, а не казаться. Вот такая вот мысль одной из глав этой книги. Нашла интересно в целом сухую выжимку из того, что я читала, что для того, чтобы измениться, нам нужно всего 2 шага. Первый — это решить, каким человеком мы хотим быть, и второе — это доказать себе, что вы такой человек, какими-то маленькими шагами. В целом, я думаю, что метод рабочий, но сколько на самом деле продержится мотивация, я не знаю. Но мысли интересны. И опять-таки в моменте, когда читаешь, и, возможно, вы меня слушаете, возможно, вас что-то вдохновит, не знаю. В моменте кажется, что да, это же, ну, так просто и гениально. И вот очень много, на самом деле, каких-то гениальных, полезных мыслей, о которых мы постоянно не думаем, но когда на них натыкаемся снова, мы такие, да, это же, ну, действительно, маленькие привычки играют роль в долгосрочной перспективе, хотя, ну, вы, очевидно, и так об этом знали. Просто сейчас это очередное подтверждение и очередная мотивация для вас, поэтому рекомендую вам воспользоваться ей сразу, а не через неделю, потому что через неделю, вот как я, вы будете ничего не помнить. Также, что интересно, он писал про operant conditioning, про как бы этиологию привычек, про то вообще, как они формируются. Мне кажется, это очень важно. И насчет operant conditioning — это система получения наград. То есть, когда нас хвалят, мы хотим делать это еще и еще. И то же самое с привычками. Модель формирования привычек описана как триггер, желание, реакция и награда. И как, соответственно, работает формирование привычки? Сначала мы замечаем какой-то триггер, например, мы каждое утро чистим зубы, базовая привычка. И если мы приходим в ванну с утра, соответственно, у нас сразу мысль о том, чтобы это сделать. И у нас возникает желание, собственно, следующий этап привычки. Потом реакция, соответственно, мы чистим зубы, и в награду мы получаем, я не знаю, допустим, свежее дыхание, вообще какое-то настроение на весь день, понимание, что день начался. И примерно так работают все привычки. Если это знать, и если я продолжу читать эту книгу, я думаю, я разгадаю этот секрет формирования каких-то полезных привычек. То я заметила, что, наверное, в какой-то степени эта книга замотивировала меня немножко заниматься спортом каждый день. На самом деле, вот мысль про 1%, она для меня была, наверное, самой полезной вообще из всех первых 60 страниц. Потому что это действительно дает какую-то надежду, понимание того, что все не зря. И я вспоминала свой подростковый возраст, когда я каждый день понемножку занималась спортом. То есть, например, я буквально вечером 20 раз приседала, не знаю, 5 раз отжималась, 20 раз качала пресс, и все, например. И были какие-то результаты, и причем они держались плюс-минус постоянно. Здесь еще на самом деле момент немножко с тем, что это все-таки подростковый возраст, и там метаболизм был совершенно другой, и я вообще ела все подряд, и все было супер. Но я понимаю, что сейчас даже с какими-то маленькими движениями, даже если я 3 минуты сделаю растяжку, и там 10 минут посвящу каким-то силовым упражнениям, это будет лучше, чем ничего, и я уверена, что в долгосрочной перспективе это тоже будет лучше, чем ничего. Хотя иногда кажется, а смысл вообще начинать, вот если я не отзанимаюсь там от 40 минут до часа условно, хотя бы. Поэтому, да, вот в этом плане было полезно.
И сейчас, я думаю, мы продолжим в формате влога. Мне кажется, так будет прикольнее и интереснее. Я буду читать и параллельно рассказывать. Думаю, получится лучше, чем я писала первую часть, потому что, опять-таки, я ее немножко подзабыла, а сейчас я буду все рассказывать в моменте, поэтому должно быть супер. Оставайтесь. Продолжаем смотреть, читать, и я надеюсь, что это действительно будет полезным. Но, как я уже сказала, всегда много воды. Можете пролистать, я оставлю тайм-коды, где будет какая-то смысловая часть. Хотела сказать про чтение подобных книг. Я, с одной стороны, их люблю, потому что это дает, опять-таки, какую-то мотивацию, пусть она будет краткосрочная, но в целом мне приятно такое читать. На канале я хочу сделать рубрику о том, как я читаю подобные книги, которые сейчас довольно сильно хайпятся, хотя они хайпятся уже много лет, я не знаю, это какой-то прикол книг. И я буду делать это в формате влога, в более простом виде, и рассказывать какую основную мысль, которая особенно меня зацепила, да и в целом все какие-то основные идеи, которые книга несет. Вам не нужно тратить время на то, чтобы это читать. Опять-таки, люблю такое читать, но очень часто очень много воды, очень много времени на это тратится. Иногда пробираться через это тяжело, чтобы дойти до какой-то вот одной сути. Поэтому подписывайтесь на мой канал, здесь будет много таких видео. Я очень рада всех видеть. У меня еще есть телеграм-канал, где я выкладываю какие-то прикольные штуки по психологии и по английскому языку. Поэтому буду ждать вас там, а мы продолжаем. Так, я наконец-то дошла до полезных мыслей. Я не знаю, возможно, это потому, что я снова немножко погрузилась в книгу, но здесь опять было немножко воды, но что мне понравилось — этическое задание. В общем, нам нужно отследить свои привычки, выписать их и поставить рядом с ними плюс, если это позитивная привычка, минус, если негативная, и равно, если это нейтральная привычка. Также написано о том, что странно делить привычки на плохие и хорошие, и поэтому он считает, что хорошие привычки — это те, которые эффективные, а эффективные — это те, которые мы хотим видеть в нашей идеальной личности. Соответственно, если мы строим свою личность, исходя из привычек, привычки, которые в эту личность не вписываются, это привычки плохие. Соответственно, таким образом мы должны определить каждую из привычек. И если вдруг мы сталкиваемся с плохой привычкой, мы должны вслух проговорить, что данная привычка с моей личностью сейчас никак не коррелирует, и я не хочу этого делать на самом деле. Это просто вот мозг так привык условно получать дофамин через просмотр рилсов. Прочитаю вам еще пример насчет того, чтобы сказать вслух действия, которые вы делать на самом деле не хотите. Пример следующий. Я собираюсь съесть эту печеньку, но она мне не нужна. То, что я ее съем, вызовет у меня набор веса и будет вредным для моего здоровья. Соответственно, вот так можно себя отдергивать от каких-то вредных привычек. Но следующая мысль, которая здесь была, понравилась мне больше. Это уже следующая глава про то, как строить новые привычки. И здесь рассказывается о том, что есть 3 группы людей, которые должны выполнять физические упражнения. И в контрольной группе, в первой, им просто сказали, что вот вам нужно делать упражнения, на этом все. Второй группе сказали, что нужно делать упражнения, и показали им какие-то мотивационные ролики. Также рассказали про преимущества занятий спортом. В общем, как-то постарались их замотивировать. И в третьей группе их постарались замотивировать, показали все то же самое, что и в второй группе, но также дали им четкое время и место, когда они могут заниматься спортом. И, соответственно, по итогам этого эксперимента в третьей группе 91% в итоге хотя бы раз в неделю занимался спортом, в то время как в первой и второй группе это примерно 35%. Примерно одинаково. И из этого ученые сделали вывод, что на самом деле не всегда нам не хватает именно мотивации, иногда нам не хватает ясности в наших желаниях и действиях. И главное здесь, судя по этому исследованию, это то, что нам нужно знать время и место, где мы это действие собираемся совершить. Я буду медитировать 1 минуту в 7 утра на моей кухне. Это интересно. На самом деле, вот снимая такое видео, хочется сделать видео о том, как я пробую эти привычки применить в свою жизнь. Если вы поставите лайк этому видео, я попробую месяц выстраивать привычки по этой книге. Я дочитала
прочитала, скажем так, первую смысловую главу. Она называется «Сделай это очевидным». Здесь я уже рассказала вам про рекомендованные техники, соответственно, выписать ваши привычки и делать их более детальными, с указанием времени и места. И остальная часть главы посвящена обстановке, в которой мы находимся, и автор говорит, что обстановка — это очень важно, и что для каждой привычки должно быть отдельное место, например, в квартире, и он говорит, что у него, например, каждая комната, она для чего-то отведена. Спальня, допустим, только для сна, гостиная для отдыха, кухня для готовки и приема пищи, и офис для работы. Также он отмечает, что у многих людей квартира меньше, чем у него, и, соответственно, некоторые живут в студиях. И здесь он говорит, что нужно выделить каждое место для определенного типа задач. Например, на диване вы только отдыхаете, смотрите телевизор, на кресле вы только читаете, за столом вы только работаете и так далее. И что у каждого действия обязательно должно быть свое место. Также он отмечает, что зрение — одно из самых наших главных органов чувств, и, соответственно, ему уделено большое внимание. И в том числе многие привычки завязаны на том, что мы видим. Если у него на столе стоят фрукты, он будет обращать на них внимание, будет их есть. И если вы хотите условно там пить больше воды или есть больше полезной еды, то она должна быть на видных местах. И, например, бутылки с водой, я знаю, что некоторые люди ставят себе в каждую комнату и таким образом пьют больше воды. Также он отмечал, что иногда привычки стоит менять для того, чтобы построить новые, что, соответственно, логично. Например, опять-таки, пример с питанием, что можно пойти, например, в новый продуктовый магазин, где мы еще не знаем, что где лежит, и не будем на автомате брать продукты. Дальше есть глава, я уже на 7 главе, про самоконтроль. И здесь описано, опять-таки, про влияние окружающей среды, что во время Вьетнамской войны было очень много людей, которые развили в себе зависимости. Они все отправились в рехаб, и при этом, когда они вернулись к себе домой, то есть с войны, с места вот этих боевых действий, они практически все, они вернулись больше к этой привычке. 5% людей вернулись в течение года, и 12% людей вернулись в течение следующих 3 лет. И как раз говорится о том, что помог ли им рехаб в этом случае? Скорее нет. Скорее им помогло то, что в своей привычной обстановке они в принципе не привыкли употреблять. То есть если на поле боя у них был стресс от вот этих всех военных действий, и все их знакомые употребляли героин, чтобы построить им какие-то социальные взаимодействия, нужно было, соответственно, тоже его принимать, то в своей обычной среде обитания им этого делать не нужно было и просто не хотелось. И как раз про влияние, в принципе, окружающей среды на наши действия, на то, где и что мы привыкли делать, с какими людьми. В общем, триггером является вообще все вокруг нас, определенные места, люди, действия, звуки, запахи. В новой обстановке скорее ты бросишь эти привычки. Есть пример для отрицательных привычек, потому что мы не только заводим новые привычки, но отказываемся от старых, вредных, плохих привычек. Сделать тоже это неочевидным. То есть если во всей главе говорилось о том, что нам нужно сделать что-то очевидным для того, чтобы мы это делали, то если мы хотим избавиться от чего-то плохого, то нам нужно, наоборот, это спрятать, убрать и каждый раз добавлять себе какое-то усложненное действие. Например, здесь пример с игровой консолью, что если у вас есть проблемы с игровой зависимостью, вы геймер, и вы хотите от этого избавиться, то хотя бы убирайте консоль куда-нибудь в шкаф после того, как вы поиграли. В самой книге, ну то есть чистых мыслей, да, я еще тоже добавила воды из книги немножко, чтобы тоже вам было поинтереснее это все слушать, потому что сухие факты, кстати, скорее всего, я выложу в свой телеграм-канал тоже и на английском, и на русском, поэтому сможете и язык подтянуть, и как-то визуально себе представить то, о чем я сейчас говорю, потому что все-таки на слух некоторым людям воспринимать сложнее, а почитать тоже прикольно. Но там будут изложены именно какие-то сухие рекомендации, без вот этих вот примеров, краткий смысл того, что здесь было изложено. И вот если посмотреть, у него в конце каждой главы будут вот такие вот таблички, в которых написано, соответственно, краткое содержание того, самое главное, то, о чем он писал. И как мы видим, здесь не так много. И вообще в конце каждой главы, скорее всего, именно это я и выложу, есть summary, в котором как бы написаны основные идеи и мысли. Вообще, довольно интересно. Меня сейчас прям удивило. В общем, проводили эксперимент, где отключали крысам дофаминовую систему. Они не хотели абсолютно ничего, и в итоге умерли от жажды. Ужас. Я закончила читать про второй закон. Это было сделать привычки привлекательными. И, соответственно, если это плохие привычки, то сделать их, наоборот, непривлекательными. Здесь все начинается с дофаминовой системы, и как раз тот пример с животными, который
я вам зачитывала, который показался мне очень прикольным. Еще из того, что мне показалось прикольным, это когда наступает дофаминовый выброс с вредными привычками. Вот здесь представлена такая табличка. И что здесь интересного, что когда человек первый раз пробует какую-то вредную привычку, например, покурить, у него повышается дофамин во время награды, то есть уже после или в моменте того, как он покурил. В следующие же разы дофамин повышается, когда происходит триггерная ситуация. Например, люди с коллегами выходят покурить. В тот момент, когда все начинают собираться, у человека уже повышается дофамин, а потом он снижается. И к моменту, когда он уже курит, у него нет этого скачка дофамина. Он произошел в момент ожидания. Интересно, что при этом, если ты не получишь то, что ты хотел, у тебя, наоборот, дофамин будет снижен, и ты будешь чувствовать себя подавленным. Интересно, что именно момент до получения награды, он самый важный для гормональной системы. Здесь также есть примеры о том, как сделать привычку привлекательной. Например, рассказывает про какого-то мужчину, который хотел заниматься сайклингом. Сайклинг — это езда на велосипеде. И он подключил свой велотренажер к телевизору таким образом, чтобы у него сериал на Netflix играл только тогда, когда он крутит педали с определенной скоростью. В остальные моменты сериал либо ставился на паузу, либо не включался вообще. Таким образом, у него сформировалась привычка, что если он крутит педали в определенном темпе, то он за это получает награду и смотрит свой любимый сериал. Также важна последовательность действий. Например, если ты выполняешь какую-то, опять-таки, привычку, которую тебе надо сделать, стоит ее совместить с тем, что ты хочешь, в определенной последовательности. После того, как я выпью свой утренний кофе, я скажу одну вещь, за которую я благодарен. Благодарность — это пример того, что нужно сделать, и кофе, соответственно, это награда и якорь, за который мы цепляемся, чтобы выполнить какую-то привычку. Дальше была целая глава про социальные нормы и вообще про социальные взаимодействия, то есть мы уже говорили про окружающую среду, здесь больше упор на базовые человеческие потребности, такие как стремиться к власти, стремиться быть в обществе и имитировать поведение близких людей. Здесь используется слово fit in, то есть вклиниваться в какую-то компанию. В зависимости от социума, в котором человек находится, он будет принимать те привычки, которые в этом социуме являются нормальным. Есть эксперименты, например, с IQ. У друзей IQ схож, и был эксперимент также с ожирением. Дружба с человеком с ожирением на 57% повышает вероятность того, что у человека, который с ним дружит, соответственно, тоже возникнет ожирение. Это интересно. Ну и из рекомендаций получается попасть в то общество, в ту культуру, привычки кого вы хотите заиметь, привычки кого вы считаете подходящими для вас и с кем вы ассоциируете себя как личность, кем бы вы хотели быть. Также здесь есть пример с экспериментом Эша, и он мне очень нравится, потому что он был у меня на учебе. Суть эксперимента в том, что группа людей собиралась, и все были актеры, кроме одного человека, который, собственно, и был участником главного эксперимента. Им показывали картинку с палочкой, и они должны были на другой картинке найти палочку такого же размера. Соответственно, все вокруг актеры говорили, что это вариант, я не знаю, какой-нибудь сумасшедший, хотя задание очень простое, но, допустим, видно, что палочка вот такая, все выбирают вот такую, и человек в эксперименте в 75% случаях выбирал ответ, который выбрало большинство. Просто потому, что это стало нормой. И также пример с властью, что мы тоже стараемся имитировать людей, которые успешные, которым мы завидуем, потому что мы хотим быть на их месте. Соответственно, это все было про имитацию и про то, как формируются привычки, как раз исходя из общества, потому что мы имитируем большинство, имитируем каких-то влиятельных людей и имитируем своих близких людей. Опять-таки пример с друзьями. Также здесь довольно много про то, что нужно поменять свое мышление, мыслить в более позитивную сторону, и если мы обычно говорим, что нам приходится что-то делать, автор рекомендует нам поменять это на то, что я что-то получаю. На самом деле очень трогательный пример, и он не прям про бытовую жизнь, хотя вот здесь написано, что ты как бы получаешь возможность готовить своей семье, а не то, что тебе приходится это делать, это как бы супер. Например, тоже с человеком на инвалидной коляске, он достаточно вдохновляющий, потому что у человека на инвалидной коляске спросили, как он думает вообще, насколько ему приятно передвигаться на инвалидной коляске, и он, естественно, сказал, что передвигаться на инвалидной коляске — это лучше, чем сидеть дома.
и таким образом это дает ему бенефиты, нежели он что-то теряет от этого, и это как раз позитивный взгляд на вещи, который нам здесь и продвигают активно. На самом деле читать интересно читать истории, какие-то примеры, это все прикольно, классно, но вот интересно будет послушать мнение со стороны еще, как вы считаете, много ли здесь каких-то новых, свежих идей, чего-то интересного, потому что, да, природа привычек в целом понятна, но вот именно глава с тем, чтобы поменять свой социум, звучит довольно странно. Или там поменять своих близких друзей, как будто бы дружба — это не совсем то, что прям строится на привычках, к сожалению, часто так бывает, что ты берешь что-то плохое, и в том числе хорошее от твоих близких людей, но поменять их звучит довольно сложно, и в том числе поменять какой-нибудь культурный слой, да, ну, то есть весь свой социум для того, чтобы что-то стало в нем нормой, звучит тяжело, поэтому очень часто приходится, к сожалению, через тернии выдвигать себе путь к каким-то полезным привычкам, приходится выделяться из толпы. Сегодня уже другой день, я продолжаю читать, и сейчас я закончила главу, которая называется «Сделай это легким, простым». И что я заметила, что это очень похоже на главу «Сделай это очевидным», к сожалению. И действительно есть повторы, и уже не так интересно читать. Глава здесь начинается с того, что нам рассказывают про Пакистан, про то, что там было очень все плохо с санитарией, что люди не мыли руки, и повысилось количество различных заболеваний ЖКТ, пневмонии и так далее. И тогда, как я поняла, одна компания решила предоставить им мыло, но смысл был в том, что мыло не всегда использовалось, потому что оно ничем не пахло, не было привлекательным. И тогда они решили сделать мыло с различными отдушками для того, чтобы этот процесс доставлял удовольствие. Из-за этого действительно на 48% меньше людей стали болеть пневмонией. И, как вы поняли, смысл в том, что привычка стала какой-то приятной, и в том числе здесь приводится пример с зубными пастами, то, что у них тоже есть какой-то вкус, какая-то отдушка, это очень важно, и это как бы закрепляет привычку, потому что это просто делать приятно. То же самое, например, с жвачками, тоже стали добавлять различные вкусы, чтобы сделать процесс приятным. На самом деле, я не знаю, здесь можно ли мне не согласиться, но для меня, например, вкус зубной пасты — это скорее какой-то маркер того, что я действительно это действие выполнила, и да, потом как-то по-другому себя ощущаешь, но для меня это именно момент того, что я действительно это сделала, потому что, возможно, если бы не было никакой отдушки, я бы особо ничего и не почувствовала. Но окей. Наверное, это действительно делает процесс приятней. Также здесь опять говорится про привычки в долгосрочной перспективе, что чаще всего мы выбираем себя в моменте, нежели мы выбираем себя в будущем. И, например, вредные привычки, они, наоборот, поощряют нас в настоящем, а в будущем из-за этого у нас возникают какие-то проблемы. Но так как это будет непонятно когда, люди на это забивают, и то же самое с хорошими привычками, они не дают никакой награды в моменте, зато ты получишь больше преимуществ спустя время. Поэтому здесь работает на самом деле довольно простое правило из психологии в том числе, и это работает и с детьми, и с животными, и с взрослыми людьми, просто взрослые люди реже этим пользуются, что тебе нужно связать хорошую привычку с чем-то позитивным и делать награду, самое главное, в моменте, сразу после того, как действие выполнено. И то же самое с наказанием для плохого действия, тоже лучше делать это сразу, чтобы эти действия скрепились вместе. И это очень важно, кстати, просто скажу, очень важно для животных, что их нельзя ругать там даже через 3 минуты после того, как они сделали что-то плохое, потому что у них это никак не закрепится как одно действие. Скорее, они просто не поймут, что происходит совсем. С людьми точно так же наказание должно быть в моменте, если вы хотите избегать какой-то привычки. В целом можно сказать, что вся глава была об этом, просто здесь более подробно расписано. Например, какая-то пара копила на трип в Европе, и они избегали походов в ресторан, и каждый раз, когда они не ходили в ресторан, они откладывали $50 на свой счет, и таким образом в конце года они отправились в путешествие. И тоже как бы избегание привычки какой-то плохой поощряется, в том числе деньгами, и здесь много примеров с деньгами, потому что, я думаю, это просто самый простой путь, как наказать взрослого человека. Дальше шла глава о трекере привычек. Трекер привычек, мне кажется, всем знаком, все в какой-то момент жизни его использовали, я тоже использовала трекер привычек, и сейчас иногда тоже использую, но у меня в нем нет регулярности, поэтому мне это просто, я не знаю, неудобно каждый день заходить в трекер привычек. Автор тоже об этом
этом говорит, что это как бы две привычки, ты должен выполнить действие и потом еще где-то отметить это действие. Здесь есть примеры, например, с людьми, которые перекладывали шпильку, про писательницу, которая перекладывала шпильку каждый раз, когда заканчивала писать страницу. Это что-то более наглядное, я не знаю, можно так делать с чем угодно, просто перекладывать один предмет в какую-то определенную, я не знаю, емкость куда-нибудь, чтобы видеть свой прогресс наглядно, и наглядность как раз помогает и считается вот этим позитивным подкреплением, потому что, опять-таки, вот если с негативным можно взять деньгами, но позитивное подкрепление не всегда дает тебе какие-то бенефиты. Если это касается экономии где-то в чем-то, то да, можно отложить деньги, это как бы, наверное, награда, но если это касается каких-то действий типа занятий спортом, тут уже сложнее, тут скорее будет работать как бы пропуск и негативное подкрепление в виде того, что ты, я не знаю, кому-то должен там отдать деньги. Вот здесь дальше будет про это, про мужчину, который хотел похудеть. Сначала про трекер привычек, также объясняется, почему трекер привычек это клево, потому что это привлекательно, потому что это приятно. В общем, здесь так и написано, если что, это как бы, ну, отдельные как бы главы, параграфы про то, что трекер привычек — это очевидно приятно для тех людей, кто не хочет вести трекер привычек или кому это сложно сделать. Автор говорит, что много что в нашей жизни и так измеряется. Например, в своем банковском аккаунте мы можем посмотреть, сколько денег мы на что потратили, сколько мы потратили на еду, часы или телефон отслеживать, сколько мы спали, сколько времени мы проводим в социальных сетях и так далее. Также я, например, с помощью часов тоже отслеживаю сон на тренировке, поэтому это тоже как один из путей того, как это автоматизировать и не мучиться каждый раз тем, чтобы, я не знаю, открывать какой-то блокнот или, я не знаю, в телефоне открывать какое-то специальное приложение, где у тебя есть трекер привычек. И также про трекер привычек, что важно иметь только в идеале одну привычку, которую вы будете трекить. У меня это тоже часто ошибка, что я просто записываю себе кучу всего, типа чтение, бег, поход в спортзал, какая-нибудь зарядка, уход за лицом и так далее. У меня вот гигантский трекер привычек, который должна отмечать, и мне, ну, просто лень это делать. И нет такого, что я могу повесить это на холодильник, например, потому что если у тебя одна привычка, то это как бы ок. А если у тебя много, то непонятно. Тебе 25 раз в день нужно подойти к холодильнику, чтобы отметить, что ты сегодня поухаживал за лицом. Здесь есть отдельная глава про то, что мы должны не забывать, для чего мы это делаем, потому что некоторые ходят в трекер привычек слишком с головой и начинают оценивать все свои действия только исходя из этого, из чистоты, вообще повторения каких-то действий, хотя вся книга об этом, но здесь говорится, что не стоит забывать про смысл этого всего, потому что иногда мы и измеряем не то, что нам нужно, и цели у нас какие-то неправильные, и, например, что у нас самым главным становится это пройти 10 тысяч шагов в день, а не стать здоровым, то есть должна быть какая-то внутренняя мотивация, более верная. И последняя часть про то, как сделать привычки приятными, она включает в себя рассказы про государство, про то, как вводили новые законы, и люди под это подстраивались, например, с ремнями безопасности в автомобилях, что люди со временем просто к этому привыкли, потому что наказание было слишком жестким, и здесь мы опять приходим к тому, как избегать плохих привычек, и говорится о том, что наказание должно быть жестким, должно быть в моменте, и также рассказывается как раз про эти документы не просто так, а потому что рассказывается про мужчину, который как раз воспользовался этим и заключил договор со своей женой, с своим тренером насчет того, что он будет худеть, и там были определенные пункты. Если он их нарушает, он, например, платил своему тренеру $100 или своей жене $500, в зависимости от типа нарушений. И также ему нужно было одевать одежду, которую он не хочет надевать на работу в течение всей недели. И он говорит про то, что как раз вот подписание вот этого договора, оно как-то усилило серьезность ситуации в его глазах, и поэтому он стал более серьезно к этому относиться. То есть если бы не было этого договора, он бы относился к этому иначе, если бы просто поставил себе цель похудеть. И это, так сказать, его очень сильно мотивировало, потому что он знал, что негативные последствия будут очень ярко выраженными, и он не хотел, естественно, потерять деньги. Что я здесь могу сказать? Эта глава, наверное, была более приятной, чем предыдущий, потому что она была про то, как сделать привычки более приятными. И действительно, вот эта истина тоже, про которую мы забываем, про то, что можно связать вредную привычку с чем-то негативным, с какими-то последствиями, так же, как и положительную привычку сделать с какими-то позитивными последствиями. Это действительно должно помочь. У меня, например, есть личные примеры с тренировками. В общем, я пользуюсь приложением, которое похоже на российское вроде бы Fitmost, где у тебя есть баллы, и ты можешь ходить в разные студии на тренировки, и там за отмену
там за 12 часов, например, ты должен отменить без каких-либо последствий. Если ты делаешь это позже, то ты должен заплатить штраф, который чаще всего стоит больше, чем сама тренировка, и это было очень грустно, и из-за этого всегда приходилось идти на тренировку, даже если ты не хочешь. А самое забавное в том, что за 12 часов до тренировки обычно ты очень воодушевлен тем, что ты на нее пойдешь, и тебе не хочется именно в моменте, вот за час. Ты такой, типа, нет, не хочу, хочу поспать подольше, полежать еще, что-то вообще не хочу, но и платить, я не знаю, 15 евро тоже не хочу, поэтому приходится идти, и да, конечно, это мотивирует. Я закончила читать «Атомные привычки», прочитала сегодня последнюю главу, и также в конце здесь есть благодарности и вывод. Там на самом деле было не очень много интересной информации. Я постаралась охватить максимум, почти все прочитала. Если честно, часть с приложениями, где он пишет про маленькие уроки из 4 законов, которые он описывал, я ее не особо читала, но я так пробежалась и в целом понимаю, о чем тут речь. В целом, немножко как бы пересказ книги, как и всегда. В общем, давайте посмотрим, что же было в последней главе, что нового интересного я для себя узнала. На самом деле, как я уже и говорила, книга подходит к концу, это значит, что некоторые мысли повторяются, к сожалению. И на самом деле, мне казалось, что последняя глава, которая называется «Продвинутые тактики», я рассчитывала, что здесь будут какие-то полезные задания, какие-то, не знаю, практическое применение вот того, о чем мы узнали как раз вот этих 4 законов, потому что все предыдущие главы были об этом. Но эта глава была не об этом. Она снова была, ну, понятно, теоретическая. И здесь все начинается с того, что такое талант, есть ли талант, есть ли какая-то генетическая предрасположенность. И да, есть. Как раз об этом пишет автор. Он сравнивает 2 спортсменов, один из которых пловец, другой бегун, и, соответственно, тот, который занимается бегом, у него более длинные ноги и короткий торс, а тот, который занимается плаванием, у него наоборот, потому что у них разные потребности, у них разный вес, и у них, ну, в целом, разная предрасположенность к этим видам спорта, и поэтому, как бы, они в этом преуспели. И здесь он, как бы, говорит про то, что важно заметить, к чему именно у вас есть какой-то талант, к чему у вас есть способности, и стараться работать именно в эту сторону, потому что книга была про привычки, и, соответственно, важнее развивать привычки, которые у тебя получатся лучше. Рассказывает, как понять, что это та деятельность, которая вам подходит, в которой вы можете успешно развиваться и стать лучшим. Как понять, что это именно то дело, которым вы должны заниматься? Для вас это ощущается как то, что вам весело, когда для остальных это кажется какой-то работой. Что заставляет вас не замечать время, чем вы настолько увлечены? Чувствуете ли вы счастье, когда этим занимаетесь? И также в сравнении с другими людьми, успешнее ли я в этом, чем средний человек. И здесь он приводит пример с тем, как он писал статьи на своем сайте, и то, как много имейлов он получал насчет того, как у него клево это получается. И, соответственно, он понял, что именно в эту сторону ему нужно развиваться. Также он говорит, что в целом вещи, которые нам подходят, они более легко нам даются. И здесь, кстати, есть момент с тем, что а что, если я, например, талантлив в нескольких сферах одновременно, и у меня получаются несколько вещей, ну, плюс-минус одинаково хорошо. Здесь автор предлагает найти какую-то область, которая смежная среди тех вещей, которые вам нравятся, и таким образом создать что-то новое, специфичное, в чем вы можете стать экспертным, и в это же время у вас будет мало конкурентов, потому что это какая-то область, именно в которой вы совместили 2 вещи, которые у вас круто получаются. Кстати, вот про генетическую предрасположенность в целом просто расскажу, здесь тоже об этом в книге есть. Описанием того, что у вас за личность в целом, на это тоже очень сильно влияет генетика, и здесь есть пример из большой 5. Это такой психологический тест, он рассматривает 5 аспектов. Я ставлю их здесь, не буду все перечислять. Но это то, что чаще всего имеет генетическую предрасположенность. Даже будет человек интровертным или экстравертным, это также может быть заложено генетически, и это даже можно определить у совсем маленького ребенка. В зависимости от этого могут быть лучше или хуже развиты различные части мозга и так далее. То есть действительно генетическая предрасположенность к каким-то талантам есть, но не значит, что нужно не развивать все остальное. Скорее, автор говорит про то, что нужно непосредственно концентрироваться на том, где у вас есть талант. И здесь дальше есть в целом про привычки, так как тоже, мне кажется, это такая глава для тех вообще, кто может немножко запутаться в своих действиях и начать выполнять все действия как привычку. Например, если мы говорим про спорт, и я не хочу стать каким-то невероятным спортсменом, я хочу просто быть здоровой, заниматься для себя, в таком случае мне помогут именно атомные привычки, и я смогу постепенно внедрять это в свою жизнь больше и больше, да, как мы читали сначала по 5 минут, потом добавлять еще. Здесь он большое внимание уделяет именно тому, что если вы хотите стать именно каким-то профессионалом в
какой-то области, и здесь скорее вот именно атомные привычки в этом формате не подходят, потому что если ты хочешь стать профессионалом, ты должен всегда себя как-то мотивировать, ты всегда должен делать себе вызовы, то есть это не про рутину, это не то, что мы должны делать бессознательно. Он рассказывает, я боюсь неправильно произнести имя, название, Goldilocks правила. Вот тоже есть табличка с тем, как вообще это правило работает. Вот, отлично, сфокусировалась. В общем, у нас здесь в центре есть зона, в которой нам комфортно достигать успеха, и здесь речь о сохранении мотивации, как вообще продолжить делать то, что тебе надо делать. Приводится пример с тем, что, например, если бы вы играли в футбол, например, с 4-летним ребенком, вам бы быстро это наскучило, потому что вы бы выигрывали. И то же самое, если бы вы играли с профессиональным футболистом, вам бы тоже быстро наскучило, потому что вы бы постоянно проигрывали. И как раз это правило гласит о том, что нужно найти необходимую зону, в которой есть место для роста, но при этом у вас уже что-то получается. Соответственно, это не должно быть как-то невероятно сложно или невероятно просто. Нужно как раз подбирать ту область вызовов, которая вам в данный момент подходит. И также мне нравится, как иногда автор перебывается в воздухе, как раз для того, чтобы эта книга условно подошла всем, или чтобы не было каких-то спорных моментов. А в конце здесь, тем не менее, говорится, что вот если есть деятельность, которая действительно вам как бы важна, вам важно ее делать, и она при этом наскучила, он говорит, что вам придется полюбить скучность. Несмотря на то, что мы должны стараться себя как-то мотивировать, добавлять какие-то челленджи в свою жизнь, мы все равно должны смириться с тем, что иногда это будет скучно, и иногда это будет, можно сказать, что делом привычки, да, но не стоит забывать, что здесь есть какая-то точка роста, и нельзя вырасти, если ты будешь делать одно и то же. Еще автор говорит про важность привычек в том плане, что это часто упрощает нам жизнь, и мы делаем некоторые действия на автомате, и он здесь писал, я уже рассказывала про способы, как, например, сократить время на что-то, сделать что-то автоматизированным, для того, чтобы освободить себе время и стать в какой-то области профессионалом. И здесь тоже, как всегда, есть табличка, которая показывает, что если ты хочешь стать профессионалом в каком-то деле, то ты должен постоянно наращивать, добавлять какие-то новые привычки. И последнее, о чем здесь говорится, о чем говорится в этой книге, это про важность рефлексии над тем, что вы делали, это какое-то понимание вообще того, что вы сделали за год. И здесь он говорит, что очень важно, в принципе, следить за своими привычками, как-то их отслеживать, понимать, куда ты идешь дальше. И он рекомендует задать себе некоторые вопросы. Что было хорошо в этом году, что было плохо в этом году, чему я научился. И также, так как везде, важен баланс. Не нужно делать этого слишком часто или делать это слишком редко, тем более не делать этого никогда. Вот автор говорит, что раз в год для него вообще супер отлично работает, потому что он видит свой прогресс, и он может поставить себе какие-то новые точки роста в дальнейшем. Если ты мониторишь свои привычки, свои достижения каждый день, сложнее вообще как-то отследить именно прогресс, потому что прогресс обычно проявляется в более долгосрочной перспективе. Так, давайте теперь посмотрим на сайт атомных привычек, на который часто автор ссылается в книге. Сейчас вы его увидите на экране, у меня он вот здесь. В общем, что здесь? Сначала про то, какая крутая книжка, понятно. И дальше давайте посмотрим. Вот, например, есть трекер привычек, который можно заказать, но он сейчас не в продаже, его весь раскупили. Отлично. Сейчас давайте посмотрим, интересно даже, что это, чем это отличается от, ну, я не знаю, базовых трекеров привычек, которые вы можете найти на Пинтересте. Ну, судя по картинкам, никак, если честно. Я думаю, что вы можете самостоятельно сделать себе подобный трекер без проблем. Окей, на то, что это вот именно от автора Джеймс Клир, это, конечно, ну, повышает ставку, и даже интересно, сколько он стоит. Учитывая, что ручки здесь продаются за $75. Угу. И какой-то еще журнал тоже $35, 34. Окей. Трекер привычек стоит $34. Интересно, стала бы я такое покупать? Нет. И, ну, понятно, что все в нашем мире практически делается ради денег, но это не очень приятный факт, если честно. И не очень приятно, что он ссылается на какие-то материалы на сайте, в то время как здесь в основном все платное получается. Окей, вот здесь вот опять про книгу, очень много про книгу, всякие отзывы. Так, ну, есть вот summary. Интересно. Ну вот summary, наверное, полезно. Можно почитать, если, опять-таки, вам хочется углубиться в то, о чем здесь речь. Вот здесь есть как раз картинки, которые я тоже старалась показывать
в своем обзоре. Вот как раз все законы, о которых я говорила. Ну, в общем, прикольно. Да, и вот здесь полная табличка, он как раз об этом тоже писал, что можно посмотреть это на сайте. Полная табличка про то, как создать хорошие привычки и как избавиться от плохих привычек. Окей. Так, давайте я сдержусь, чтобы вы могли посмотреть на случай, если вам не хочется открывать самостоятельно сайт. И вот здесь 4 закона основных, о которых шла речь. Окей, что у нас здесь есть еще? Так, есть разные языки. Хорошо. А будет что-то еще прикольное? Отзывы с Amazon. Прекрасно. Так, а полезного-то что у нас здесь? Это где все вот это вот купить, заказать. Понятно, прикольно. Да, бесплатная доставка международная. Супер. Про него самого, конечно. Но в книге и так было довольно много про него самого. Значит, бесплатные бонусы. Как применить к бизнесу, как применить к родительству, это я тоже говорила, что это есть. Трекер привычек. Окей, давайте сейчас тогда я посмотрю в книге. Возможно, да, нужно переходить по каждым отдельным ссылкам, сейчас их искать в книге, чтобы понять, где нам взять этот трекер привычек. Сейчас нужно будет вспомнить, где это было в книге, про это говорилось. Кажется, про трекер привычек было в конце. Да, вот где-то здесь. Боже мой, как это неприятно. И это причем не в конце главы, к сожалению. Вот где-то мне нужно прям это найти. Это отдельные главы еще и про бизнес, и про родительство. Интересно. Но в целом ссылка как бы не скрытая. Я тоже ее оставлю в своем телеграм-канале. Вообще все, что найду. А сейчас вам покажу, что там вообще есть. Для того, чтобы вам тоже было полезно. Я, честно, думала, что просто я смогу зайти на сайт, и там все будет, но, увы, так не работает. Так, вот бонусная глава. Как применить эти идеи к родительству. Ну, здесь нужно отправить свой email. Я этого делать не буду, мне, если честно, пока это не актуально, но, может быть, я, да, ближе к делу займусь этим вопросом и тоже посмотрю, как же это применять. 30 дней для улучшения привычек. Это гайд. Вот это я хочу. Это какие-то уроки, боже мой. Я еще на что-то подписалась сразу. Приятно. Хочется вот, ну, чтобы подарки были какими-то, ну, более такими приятными. Еще какое-то приложение. Давайте посмотрим, оно вообще бесплатное или нет. Ну, в общем, да, они вокруг этого... Ну, понятно, что книга на хайпе, и, видимо, очень много вложили в маркетинг. Она, конечно, прикольная, но я бы не сказала, что что-то прям вау, невероятная, лучшая книга, что я читала, и вообще теперь замотивирована на всю жизнь. Такого нет, но зато вижу, что компания-то постаралась очень сильно, что у нас тут столько материалов разных, вообще закачайтесь. И все это и платно, и как-то вот надо искать. И вроде сайт такой красивый, приятный, но мне не очень нравится, что не все в одном месте. Было бы удобно, если была одна ссылка для тех, кто эту книгу купил. Хотя понятно, что другие могли бы ей пользоваться, но тем не менее, мне вот так было бы, конечно, гораздо удобней. И, ну, можно было бы добавить какие-то бесплатные материалы в целом к этой книге, учитывая, что вот у них есть там бесплатная summary, например. Боже мой. Я листаю, мне так, ну, мне не очень нравится. Слишком как-то мало информации на квадратный сантиметр. Я больше трачу сил для того, чтобы это все пролистать. А что мне... Вот, окей, в App Store надо перейти. Я поняла. Блин, давайте скачаю приложение. Все, я ушла максимально. Это тоже будет, знаете, приложением к моему видео, как я вот этим всем занимаюсь. Приложение скачалось. Можем опять это оформление, но мне так не нравится. Извините, я вот так не люблю, когда вот, ну, мало информации на экране, мне прям тяжело от этого. Окей. Создать первую привычку. Привычка. Давайте working out я буду. В 11 утра в понедельник у меня нет дел. Понедельник, кстати, завтра. On Monday. Отлично. Блин, я на самом деле так с юмором немножко отношусь, потому что у меня не было вот сейчас вайба какого-то прям погрузиться в какое-то создание привычек. Но окей, в целом, ну, это полезно всем. И, конечно, я хочу стать тем типом людей, которые... Пусть будет в спорте. Извините, что все так легко. Вот. Каждый понедельник, один раз
время привычки 11 утра. Думаю, тоже в телеграм-канале отпишусь, вообще буду я этим пользоваться или нет, но интересно, как это все будет выглядеть. Ну вот здесь, видимо, можно на каждый день создать какие-то привычки, это супер. В общем, интересно, можно отслеживать прогресс привычек. Что здесь еще есть? Да, какая-то мудрость от Джеймс Клира. Что еще? В общем, очень много информации. Я думаю, что я... О, здесь даже есть метод помидоров, чтобы... Помодоро. Чтобы лучше фокусироваться. И можно музыку поставить. Нет, в целом, ну, приложение звучит полезно. Единственное, что мне нужно установить Spotify для того, чтобы учиться под музыку. Окей, выглядит все интересно. Я вам в целом показала, как это выглядит. Опять-таки, оформление, если честно, мне кажется, немножко, ну, таким пустоватым, что ли. Мне нравится, когда, опять-таки, больше информации. Я думаю, что я займусь этим приложением позже, установлю его на телефон, все-таки так удобнее, попробую в нем разобраться, даже попробую его, и, как я говорила, если вам интересно посмотреть, как я вообще формирую у себя новые привычки и отказываюсь от каких-то плохих, напишите об этом в комментариях, я обязательно сниму такое видео, где я на протяжении месяца буду стараться внедрять какие-то новые привычки, попробую приложения в том числе, попробую советы, которые были в книге, и посмотрим, что из этого получится. Я обычный человек, и мне, конечно же, тоже интересно стать, как мы знаем, более спортивной, чтобы это стало частью моей личности. И есть, наверное, еще много пунктов того, кем бы я хотела стать, поэтому думаю, что получится интересно. Спасибо, что вы посмотрели это видео до конца. Я надеюсь, что вам понравилось. Пожалуйста, поставьте палец вверх на это видео, ставьте комментарии, подписывайтесь на мой канал, потому что впереди будет много обзоров на подобные книги. Например, в ближайшем времени я планирую читать «Важные годы» и тоже сделаю на нее обзор. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Всем желаю всего самого наилучшего и всем пока! Dance the night away, hang out the whole next day.